Вам сегодня очень повезло, что вы нашли это видео, в особенности, если вы начинающий. Я сегодня расскажу, как правильно читать графики, как правильно читать свечи. И моя информация очень будет отличаться от той информации, которую вы можете подчеркнуть в интернете, прочитать в книжках и так далее. Люди, которые вам будут говорить что-либо, вот на будущее, просто запомните. Они не разбираются в рынках, они его не понимают, они не заработали на рынке ни копейки. Я на рынке зарабатываю уже не первый год. Я заработал здесь очень много. Причем это не просто слова, и не просто я там демонстрирую какие-то фотографии или что-то в этом духе. Это подтверждается документами, это подтверждается фактами. Поэтому сегодня я вам расскажу, как действительно правильно читать японские свечи так, чтобы на этом зарабатывать. Итак, вот определение. Любая японская свеча – это графическое отображение котировок за определенный период. Этот период может меняться, и он будет настраиваться в зависимости от вашего желания. Например, разберем период 1 минуту. Это означает, что в японской свече на 1 минуте с периодом 1 минута будут отображаться котировки только которые были и прошли за 1 минуту. Если вы возьмете период, например, 10 минут, это означает, что данная японская свеча будет отображать котировки, которые прошли за 10 минут. Ну и понятное дело, что можно поставить, например, за 1 час, можно поставить за 1 день, можно поставить за 1 неделю. Можно также поставить за 1 год и так далее, и так далее. При этом, безусловно, важно, вы, например, поставили себе котировку 5 минут, да, таймфрейм поставили 5 минут. И в протяжении 5 минут у вас котировки двигались подобным образом. Если вы переключаете дальше на таймфрейм 1 час, то в данном случае будет учитываться и изменение котировок за 5 минут, и также добавится еще изменение котировок за недостающий временной период, ну, в нашем случае 55 минут. То же самое относится к дневке, к недельке и так далее, и так далее, и так далее. Японских свечей бывает 2 вида. Бывает бычья. В данном случае японская свеча начинает формироваться внизу. Вот у нас точка открытия. Шли в процессе как-то торги, свеча менялась, и торги закончились у нас на определенном временном интервале. И торги где-нибудь вот здесь закрылись. Это точка закрытия. В бычьей свече точка открытия всегда ниже точки закрытия. Есть также и медвежья свеча, но здесь нетрудно догадаться, что точка открытия в данном случае будет выше точки закрытия. То есть вот здесь у нас открытие, вот здесь у нас закрытие. Расстояние от точки открытия до точки закрытия именуется как тело свечи. Кроме тела свечи есть еще также хвосты свечей, еще они называются тени. Тени — это изменение котировок в процессе данного временного интервала. Если мы сейчас разберем, например, вот эту медвежью свечу, и давайте ее как-нибудь отобразим вот таким образом. Предположим, у нас торги открылись вот здесь. В процессе таймфрейма, например, 5 минут, торги шли, дошли наверх, после этого опустились, и где-то вот здесь у нас закрылись торги. Таким образом, у нас здесь сформировалась японская свеча. Вот у нас от точки открытия до точки закрытия сформировалось тело свечи, но в процессе торгов у нас также торги менялись наверх, тем самым сформировалась тень. Тень отображает максимальное и минимальное значение котировок, которые прошли за данный временной интервал. Ну и, соответственно, если мы предположим здесь немного другой формат, давайте мы предположим, что здесь котировки шли немного иначе. Например, рынок у нас здесь открылся, топтался на одном месте, упал вниз, отскочил. Теперь нетрудно догадаться, что у нас здесь получается такая японская свеча. Вот у нас точка открытия, котировки наверх у нас никак не изменились. Вот у нас точка закрытия, и вот у нас получается хвост. У нас формируется медвежья свеча с таким хвостом. У бычьей свечи, понятное дело, все то же самое, только точка открытия и точка закрытия немного формируется иначе. То есть у нас точка открытия происходит внизу, меняется каким-то образом котировки, и происходит точка закрытия наверху. Итак, мы с вами определились, как вообще выглядят японские свечи и как они формируются на базовом, так сказать, значении. Обычно на этом все как бы останавливается, да, и всем спасибо, ставьте лайки, подписка и так далее. Но мы с вами пойдем немножечко дальше. Мы же хотим зарабатывать на бирже, мы не хотим просто знать какую-то общую информацию, чтобы в одно в ухо влетело, в другое вылетело. Мы хотим с вами зарабатывать. А чтобы нам с вами на этом зарабатывать, нам нужно понять структуру и понять вообще, почему эти японские свечи работают и вследствие чего они вообще формируются.
А формирование котировок — это достаточно такое прозаичное название. На самом деле рынки у нас растут или падают, потому что у нас в рынках существуют покупатели и продавцы. Покупатели и продавцы совершают определенные обменные операции, покупают, например, какую-нибудь валюту, да, или какую-нибудь акцию, продают ее, вследствие чего у нас формируется спрос и предложение. Покупатели еще называют спрос, продавцов называют предложение. Ну и нетрудно догадаться, что если у нас спрос на инструмент, акцию, криптовалюту, что угодно доминирует, котировки у нас будут меняться вверх. Если у нас предложение, то есть продавцы доминируют, котировки у нас будут меняться вниз. Если вас эта тема все-таки засосет, да, и вам понравится заниматься трейдингом, вы впоследствии узнаете, что существует вообще 2 покупателя и 2 продавца. Это еще называется механика рынка. Я оставлю вам более углубленную лекцию по ссылочке вот здесь вот в описании и также по ссылке в комментариях. Перейдете, ознакомитесь. Это как раз таки позволит вам совсем углубиться в этот процесс. Но пока у нас пусть будут покупатели просто и продавцы. Они совершают между собой сделки, вследствие чего у нас формируется определенным образом котировки. Изменение спроса и предложения носит динамический характер. Что это означает? Это означает, что спрос и предложение меняются в моменте времени. На это все влияет и соотношение риска к прибыли, например, на рынке, и также какие-то новости, фундаментальные факты. На это влияет куча информации. И понятное дело, что иногда, например, вышла какая-то новость, вследствие чего у нас в рынок пришли огромное количество покупателей, они начинают активно покупать, спрос на акцию, либо криптовалюту, например, увеличивается, у нас возрастают котировки. Вышла, например, негативная новость, а то происходит то же самое, только уже по отношению к продавцам. Активно люди начинают скидывать свои позиции, вследствие чего котировки у нас падают. Или, например, в рынках есть предубеждение, например, ожидание того, что через пару часов, допустим, выйдет какая-то негативная информация. Вследствие чего участники рынка хотят подготовиться к этому заранее, и у нас в рынках появляется много предложений, вследствие чего котировки у нас падают вниз. Это все всегда динамические показатели, и мы всегда, если мы хотим зарабатывать на рынке, должны за этим следить. Мы должны следить за изменением спроса, предложением. Еще это называется настроение рынка, то есть как он настроен. Он настроен больше покупать, и поэтому вследствие у нас спрос будет увеличиваться, или продавать и так далее. Конечно, это все тоже общие слова, и теперь давайте мы будем переходить к делу. Как это все понимать, как понимать о спросе и предложении непосредственно с помощью японских свечей. Вот у нас нулевая линия, снизу у нас находится предложение, то есть доминируют продавцы, а сверху у нас находится спрос, то есть доминируют покупатели. Чем ниже от нулевой линии вниз, тем сильнее доминирует предложение. Чем выше от нулевой линии вверх, тем сильнее доминирует спрос. Когда мы анализируем свечи, мы анализируем и тело свечи, то есть какое оно по величине, и также тень. Понятно, что чем больше тело свечи, тем больше сила. Ну, в нашем случае сила предложения. Ну, либо сила спроса, если у нас пример зеркальный. Но до этого мы, конечно же, дойдем чуть попозже. Здесь тоже есть свои нюансы, но о них, наверное, будем уже говорить, когда вы будете смотреть механику рынка. Потому что иногда, если тело слишком большое, это говорит о слабости. Но об этом будем говорить, когда уже будете изучать механику. Итак, у нас есть тело свечи. И в данном случае мы видим, что тело свечи наполненное. Что это означает? Здесь нет вообще никакой тени свечи. Это говорит о том, что мы имеем явно силу предложения. Явно у нас сильные продавцы. Они очень сильно давят котировки вниз, вследствие чего рынок не может даже скорректировать свое движение. То есть, если мы предположим, что у нас есть какой-то график цен, цена у нас идет вниз, 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 вниз. Здесь где-то точка открытия, точка закрытия. То есть, видите, здесь не было никакой коррекции. Если бы была у нас коррекция, да, какая-то, это бы говорило в первую очередь о том, что у нас продавцы не настолько сильны. Но здесь ничего не происходит, что указывает на силу предложения, то есть на силу продавцов. Следом я хочу отобразить вот такую свечу. В данном случае мы видим, что у нас тело свечи в несколько раз меньше, при этом появилась тень. О чем нам это говорит? Нам это по-прежнему говорит о силе продавцов, о силе предложения. Но мы видим, что эта сила предложения уже становится более-менее слабой по сравнению с предыдущей свечой. То есть рынок у нас шел вниз каким-то образом.
оперся до какой-то точки, а развернулся, где-то здесь закрылся таймфрейм. Поэтому у нас формировалась данная свеча. Теперь мы должны задать себе вопрос. Если подобное произошло, значит здесь появился спрос. Здесь появились какие-то покупатели. Возможно, какая-то появилась информация в этот момент. Возможно, мы просто подошли к каким-то техническим, например, вещам. Например, цена стала слишком низкой, и поэтому участники рынка уже не хотят продавать по столь низким ценам. И поэтому произошел разворот. Анализируя, понятное дело, это все нужно анализировать в контексте. Это нельзя анализировать как-то в отрыве от контекста. Мы уже можем понимать, что если здесь, допустим, есть какой-то технический уровень, и мы видим появление здесь такой свечи, мы понимаем, что участники рынка не хотят продавать по столь низким ценам. Они ожидают разворот. Теперь я изображу такую свечу с небольшим телом и большим хвостом. Вот эта свеча о чем нам говорит? Она по-прежнему говорит о том, что у нас все равно немножечко доминирует предложение. Поэтому у нас сформировалось медвежье тело у свечи. Точка открытия, оно находится вот здесь, выше точки закрытия. Однако же продавцы у нас очень слабые, и они допустили серьезную корректировку. Значит, в рынке действительно что-то произошло очень важно. Если в первом случае мы как бы догадывались, что здесь возможно что-то будет происходить и так далее, строили какие-то предположения, то здесь уже явно идет указание на то, что действительно что-то в рынке поменялось. Что-то мощное в рынке произошло, поэтому произошел такой отскок цен. Теперь разберем бычий пример. Вот у нас бычья свечка, но при этом хвост свечи уходит вниз, то есть уходит в предложение. О чем нам это говорит? Нам это говорит о силе покупателей. Как менялись котировки? Котировки менялись следующим образом. Рынок у нас открылся где-то здесь, шел вниз, резко отскочил и где-то вот здесь вот закончил свое движение, то есть закончился временной интервал, закончился таймфрейм. Это означает, что здесь произошла очень весомая какая-то информация. Участники рынка раньше готовы были продавать, но внезапно что-то произошло, они стали наоборот резко покупать. Может быть, опять-таки вышла какая-то новость, а может быть, вышли какие-то технические данные, или просто рынок находится в области, где очень дешево его покупать. Теперь можно отобразить, например, вот такую свечу. Рынок у нас двигается наверх, но при этом у нас здесь формируется свеча с небольшим телом и большим хвостом. Эта свеча точно такой же аналог вот этой медвежьей свечи. Только в данном случае пример, понятное дело, зеркальный. В данном случае мы говорим о том, что покупатели у нас очень слабые. Ну и понятное дело, что если мы отобразим, например, вот такую свечку с хорошим телом, небольшим хвостиком, это все указывает на то, что у нас доминируют покупатели. И покупатели очень сильны. Формула звучит следующим образом. Чем больше тело свечи, тем больше сила. Чем больше тень свечи, тем больше слабость. Анализируя тело свечи и тень свечи, мы можем понимать, кто сейчас доминирует, покупатели и продавцы. Насколько сильна та или иная сторона. Если мы понимаем, что у нас, например, рынок растет, и при этом по росту появляются бычьи свечки с большими тенями наверх. О чем нам это будет говорить? Нам это будет говорить, что покупатели у нас начинают ослабевать, поскольку здесь большие тени у свечей. То есть мы можем посмотреть опять-таки эту свечку и представить ее в виде графика. Рынок у нас рос, дошел до какой-то точки, резко развернулся, где-то вот здесь закрылся. Вследствие чего у нас появилась вот такая свеча. Явно указывает на то, что здесь вот сверху что-то происходит. То есть, возможно, какая-то новость. Или чаще всего здесь будут просто покупатели, которые покупали ранее, будут выходить из своих покупок. Но что им же нужно зафиксировать прибыль. Выход из прибыли – это продажа. То есть, чтобы им зафиксировать покупку, им нужно продать. Ну и, понятное дело, они выставляют свои отложенные заявки, рынок доходит до них, отпрыгивает, и у нас в рынках появляется предложение, и самое главное, у нас появляются такие свечи. Что нам это в конечном итоге дает? Да если мы хотим, грубо говоря, в данном случае мы хотим, допустим, покупать, мы, конечно, подождем коррекцию, мы не будем вот здесь покупать. Поскольку это все указывает на то, что у нас в рынках очень слабые покупатели. У нас в рынках недостаточно денег, недостаточно инициативной стороны, которая будет покупать. Поэтому мы дождемся коррекции. Уже на коррекции, если мы, например, на коррекции увидим вот такие свечки, то есть в обратную сторону увидим бычьи свечки, но при этом у нас хвосты будут направлены вниз.
О чем нам это будет говорить? Это будет говорить о силе покупателей и о слабости продавцов. Хвосты направлены вниз, поэтому это слабость продавцов. То есть у нас рынок шел каким-то образом вниз, оперся на какую-то точку, да, дошел до каких-то цен и отпрыгнул. И поэтому у нас здесь формируется такой хвост. Чаще всего это связано с тем, что здесь появился какой-то мощный покупатель или покупатели. Рынок не может их поглотить и поэтому возрастает в обратную сторону. Теперь давай с тобой все это повторим. Первое. Японские свечи отображают изменения котировок за определенный период, за определенный, который вы поставите. Вы можете, понятное дело, это менять. Каждая свеча показывает, как участники рынка действовали, покупали или продавали. Если у нас бычьи свечи, следовательно, котировки менялись наверх, следовательно, у нас покупали. Если медвежья, следовательно, у нас продавали. Это понятно. Чем больше тень свечи, тем больше слабость. Чем больше тело свечи, тем больше сила. Но все это понимается только в контексте. Я здесь запишу, что важен контекст. Важно, где это будет происходить. Потому что если вы увидите такую ситуацию, допустим, рынок у вас двигается вниз, и у вас здесь формируется одна бычья свечка, например, которая указывает на то, что здесь, вот, ну, например, вот такой хвост свечи, и появилась такая бычья свечка. Да, конечно, она сама по себе показывает и указывает на то, что здесь у вас доминировали покупатели, и что это сила покупателей, слабость продавцов. Но одна свечка не может изменить весь рынок, это попросту невозможно. Важен контекст. Если будет происходить то же самое, допустим, но если мы будем находиться на уровне, это будет иметь какое-то значение. Если будет происходить то же самое, но в моменте, когда у нас, например, рынок стал потихонечку разворачиваться в обратную сторону, и здесь у нас появляется такая свечка, это тоже будет иметь какое-то значение. Но если у нас будет то же самое, но при этом если у нас будет просто появляться эта свечка, например, в каком-нибудь трендовом движении вниз, и просто она такая появится, одна сама по себе, она не может изменить трендовое движение. Но просто кто-то поставил вот здесь вот большую позицию. Но вот решил он зайти в рынок, например, большими деньгами. Человек поставил большую позицию, у вас формировалась такая одна свечка, но здесь не было никакого умысла. Это не крупный игрок, это не какой-нибудь хедж-фонд, который зашел. Рынок просто, порисует одну свечку и дальше продолжит свое дальнейшее движение. Поэтому важен контекст. Нельзя свечки и торговать изолированно, у вас не получится. И забегая вперед, скажу, что у вас не получится выучить какие-нибудь свечные формации на этом зарабатывать. У вас не получится выучить какие-нибудь свечные паттерны на этом зарабатывать. Это попросту невозможно. Важен контекст, это самое главное. Чтобы ваши японские свечи работали, важно 3 условия. Только вместе наличие этих 3 условий способно принести вам деньги. Если чего-то из этого не будет, вы не сможете заработать на рынке ни копейки, как бы вы ни анализировали. Первое. Нельзя торговать свечи изолированно. Когда вы выучили какой-то паттерн, находите на графике этот паттерн и торгуете, вы на этом деньги потеряете. 100%. 100% я пробовал так, не получилось. Не получится выучить паттерны, не получится их зазубрить, придется разбираться, придется заморачиваться. Иначе здесь не заработать. Вам придется в этом разобраться, хотите вы этого или нет. Второе. Нужно использовать области ценностей. Нужно изучить, что такое уровни, что такое трендовые линии. Благо, на моем канале есть эта информация. Опять-таки, оставлю ссылку в подсказках и также в закрепленном комментарии. Посмотрите. Потому что я вам приведу еще раз пример. Еще раз приведу вам такой пример. Вот если у нас двигается рынок вниз, и у нас здесь появляется область ценности, появляется уровень, и здесь у нас появляется такая свечка, с огромной вероятностью мы можем сказать, что, возможно, здесь появился какой-то крупный покупатель. Но если то же самое будет происходить просто на пустом месте, здесь не будет никакой области ценности, и здесь у нас появится эта свечка, это не значит ничего. Это просто кто-то поставил свою большую позицию, и все на этом, да? Рынок ее поглотит, и еще раз напомню, он пойдет дальше вниз. Поэтому важна область ценности. Опять-таки, ссылку я вам на все оставлю. Не думайте, что я вас здесь оставлю, типа изучайте, что такое области ценности самостоятельно. Нет, все есть на канале.
в отдельном ролике посмотрите, будете понимать. И третье, торгуйте по ситуации с использованием риск-менеджмента и мани-менеджмента. Если вы сможете найти какой-нибудь рабочий паттерн, даже найдете область ценности, но не будете ставить свои стопы и будете заходить всем депозитом в одну сделку, вы 100% деньги потеряете. Вы не заработаете ни копейки, даже если вы один раз заработаете. Во второй раз вы 100% деньги потеряете. Во второй раз заработаете, в третий раз деньги потеряете. Потому что я не знаю, ну у меня опыт 15 лет. Я не знаю ни одного трейдера успешного, который бы не использовал риск-менеджмент и мани-менеджмент. То есть невозможно на этом заработать. Невозможно, если вы не знаете, как это делать. Ну все, тогда пиши пропало. Только все три вместе. Еще раз, не торгуем изолированно, используем области ценности, используем риск-менеджмент, мани-менеджмент. На это все я вам оставлю ссылки в комментариях, в подсказках. Обязательно посмотрите эти материалы, чтобы понимать и чтобы торговать это комплексно. Сегодня я вам рассказал одну из основных тем, которые существуют в рынках. Если вас интересует вообще в целом заниматься трейдингом и зарабатывать с помощью этого, то у меня есть великолепная обучающая программа, с помощью которой вы, во-первых, научитесь читать и понимать графики, во-вторых, будете понимать, что сейчас происходит на рынке, в-третьих, научитесь зарабатывать на этих самых рынках. Здесь нет ничего сложного, это тренируемые навыки, и я тому живое подтверждение, так же как и подтверждение мои живые студенты, которые уже прошли это обучение. Я могу вам сказать абсолютно точно, то, чем вы сейчас занимаетесь, не приведет вас к успеху. Ни у одного еще трейдера самообучение не приводило к успеху. Во всяком случае, за 15-летнюю практику я ни одного трейдера не видел, который бы имел самообучение, самообразование, по книжкам бы как-то бы выучился и так далее. Реально не знаю ни одного. Все так или иначе проходили какие-то курсы, ходили в какие-то онлайн-школы, у брокеров обучались и так далее, потому что самостоятельно научиться невозможно. Это все равно, что пытаться изучить вождение по роликам на YouTube. Это можно делать, когда вы знаете, что необходимо делать, как водить автомобиль, но если это происходит в самом начале, то, естественно, это все закончится трагедией. В рынке происходит то же самое, причем многие теряют суммы значительно больше суммы автомобилей. Конечно, если вы занимаетесь самообразованием, это закономерный результат. А вот наши студенты получают, помимо всего прочего, гарантию от потери депозита. В случае, если по знаниям, которые я вам передам в этом обучении, вы потеряете полностью весь депозит, мы делаем компенсацию. Причем это написано в оферте и это написано документально. Потому что если вы делаете все правильно, все так, как я вам говорю, потерять деньги в принципе на рынке невозможно. Вы будете зарабатывать, и самое плохое, что у вас может произойти, это вы будете сидеть у нуля. Это самый вот плохой сценарий. Но в основном все люди так или иначе либо уходят в плюс, либо сидят в небольшом плюсе. Ссылку я на все оставляю в описании. Перейдите, ознакомьтесь, начинайте зарабатывать вместе с нами. Мы работаем полностью в белую, выдаем вам чеки, работаем по договорам. То есть с этим, да, можете по поводу этого даже не переживать. Все у нас кристально, чисто и все в белую. Я желаю вам удачи, зарабатывайте счастливо. Занимайтесь трейдингом, это ваш шанс сейчас выбраться из этой нищеты и из беспросветной тоски, в которую мы, к сожалению, попали. Это наш с вами шанс сейчас не потеряться, не оказаться у разбитого корыта. Если не трейдинг, то у меня нет ответа на вопросы, это правда. Ну ладно, не будем негативить, но все находится в описании ссылка. Удачи вам, зарабатывайте!